Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на первую половину месяца июля. Давайте посмотрим, что вам готовит этот первый, скажем, отрезок месяца июля, первые 2 недели. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение, что будет вашей душе угодно. Можете подписаться, кто еще не подписан. Также буду очень признательна за такую вашу активность, чтобы не пропустить в дальнейшем мои видео. Не забудьте нажать на колокольчик под этим видео. Кроме того, я часто провожу сейчас акцию касательно нумерологического разбора даты рождения. Кому интересно, можете писать в комментариях ваши даты рождения. Возможно, они поучаствуют также, и я разберу чью-то дату. Давайте посмотрим, львы, что происходит у львов с 1 по 15 июля, соответственно. Какие карты вам сегодня выпадут здесь в нашем раскладе. Первая карта, которую вы видите, это карта семерка кубков. Карта, кстати, что-то похожее у вас недавно было, связанное с выбором, я помню. Семерка кубков, она в целом говорит о каких-то вариантах, возможностях, которые вы рассматриваете, о том, что вы много мечтаете. Возможно, вы несколько даже рассеяны из-за того, что вы много мечтаете и фантазируете, рассматриваете какие-то варианты. И не все из них являются допустимыми, не все реальными, не все практичными. Некоторые прямо недостижимые, но вы, тем не менее, в этих иллюзиях витаете, и вам здесь очень комфортно в таком состоянии находиться. Следующая у вас шестерка пентаклей, карта взаимного обмена, то есть дарения и получения чего-то в ответ. Возможно, здесь речь идет о большей открытости, на которой делается акцент. Может быть, вам нужно обратить внимание на то, сколько вы отдаете, сколько получаете. В этом нужен некий баланс. Может быть, вы недостаточно отдаете или наоборот слишком много отдаете, и нужно наконец больше начать получать. И десятка кубков, карта счастливого дома. То есть, может быть, готовность отдавать больше своей семье или получать от своей семьи. Желание быть в окружении близких в этот период времени, семьи или даже друзей, неважно, но это кто-то, кто делает вас счастливыми. Это в любом случае ощущение счастья. Это карта, которая показывает пребывание в атмосфере веселья, радости, счастья, может быть, семейного очага. Поэтому карта десятка кубков делает акцент именно на доме и семье. То есть какая-то, знаете, как единение, ощущение единения с другими людьми здесь для вас важно. При этом тут еще одна десятка мечей, которая говорит о сложном или болезненном понимании того, что что-то завершается и что-то исчерпало себя, и, к сожалению, этому подходит конец, а может быть и к счастью. Но вот это осознание, оно здесь приходит и показывает это замыкание круга и завершение какого-то периода, который у вас здесь есть, и у вас возникает чувство какое-то разочарование, может быть, и боли из-за того, что это завершение здесь происходит. Но в любом случае здесь вы понимаете, что нужно двигаться дальше, потому что там дальше она движется к Солнцу, к каким-то позитивным изменениям дальнейшим, или каким-то хорошим перспективам, которые ждут ее в дальнейшем, в будущем. Тут же карта рыцаря мечей здесь рядышком с десяткой мечей у вас есть. И карта двойка пентаклей. Двойка пентаклей, кстати, под семеркой кубков, как акцент на выборе. То есть, опять-таки, вы здесь можете выбирать между чем-то и чем-то, между какими-то вариантами. Но в любом случае вы здесь должны перед этим как будто разорвать какой-то цикл, завершить его и стремительно двигаться к какой-то другой возможности, возможно, так, то есть завершив нечто, развернувшись, уйдя от чего-то, по рыцарю мечей, начать активно добиваться поставленных каких-то целей, которые у вас здесь возникают, потому что вот вы как будто занимаетесь здесь большим количеством вопросов. То есть здесь такая многозадачность, когда вы несколько дел одновременно выполняете и очень решительно при этом по рыцарю мечей. Может быть, вы прям вот физически заняты какими-то делами, то есть очень много у вас задач, каких-то поездок, вы можете здесь ездить, решать какие-то вопросы. Но в любом случае здесь вы как будто пытаетесь что-то сделать, успеть, может быть, как он догнать этого, что здесь птица, этого орла-коршуна. То есть вы здесь, возможно, как будто что-то реорганизуете, реструктуризируете, знаете,
как будто вы понимаете, что ну все, вот это завершается, период, да, этот жизни, надо двигаться вперед. И вы, собственно, да, настроены на то, чтобы рассмотреть, какие у вас есть возможности там впереди, что вас ждет впереди, соответственно, и фантазируете об этом. И здесь очень много пентаклей. Вот у вас такая триада пентаклей выпадает, да, которая показывает возможность здесь по тузу пентаклей какого-то важного начинания. И рыцарь пентаклей здесь также, кстати, пентакли, который говорит о том, что вы можете начать здесь, вот фантазируя о чем-то, да, планируя что-то такое, фантазируя, начать что-то действительно стабильное. И из тех вариантов и иллюзий, которые у вас есть, выбрать вариант, который прям очень даже будет реальный, и который можно будет воплощать в жизнь. Собственно, здесь этот рыцарь пентаклей показывает медлительность и планомерность в выполнении того, что вы делаете. Но несмотря на то, что он самый медленный, он самый рассудительный, он самый осторожный, внимательный к деталям, он самый трудолюбивый, и он действует шаг за шагом, то есть медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, он идет к своей цели. И здесь, собственно, вы как будто бы перестаете фантазировать, вы выбираете один практичный какой-то путь, который дает практичное начало. И то, что вы делаете здесь, вы вот настроены на долгий какой-то процесс, да, но вы понимаете, что это ощутимое начало, которое принесет хорошие плоды. Это может быть для кого-то выбор новой работы, допустим, да, принятие решений, что вот я пойду на эту должность, на эту работу. Вот как выбор, который вы здесь производите, и, собственно, вы понимаете, что это важное для вас начинание, которое не сейчас будет иметь результат, а после, со временем, но вы понимаете, что это для вас имеет смысл. И вместе с вот этой картой, которая здесь тоже есть, это рыцарь жезлов, собственно, да, вы готовы здесь принимать эту возможность, гореть этой идеей по рыцарю жезлов, развивать какие-то возможности, которые у вас здесь появляются, собственно, эти варианты по этой карте, которая является, кстати, вашей стихией. И тут же под ней есть десятка жезлов, карта дьявол. Десятка жезлов и карта дьявол. Возможно, вам нужно будет, ну, кроме того, что вам, да, достаточно много энтузиазма здесь дается, то есть явно решимости здесь вам хватает, вас она двигает вперед, она заставляет вам давать какие-то импульсивные такие действия. Соответственно, возможно, вас это немножечко перегружает по десятке жезлов. Может быть, вы здесь по этой карте, по десятке жезлов чувствуете какую-то загруженность делами, загруженность обязательствами, возможно, какими-то, и это достаточно может быть непросто для вас, но также здесь есть дьявол, есть десятка жезлов. Она показывает, что вам нужно постараться избежать выгорания, вам нужно постараться избежать какого-то воздействия или влияния здесь на вас, то есть постараться избежать какого-то негативного влияния. И здесь есть довольно явное такое предупреждение о какой-то вашей теневой стороне. То есть, когда мы говорим о теневой стороне, мы имеем в виду сторону, которая, возможно, имеет какие-то нездоровые привычки или совершает поступки, о которых потом вы можете сожалеть, поступки, которые могут нанести какой-то вред вам. То есть, какая-то модель поведения токсичная, которая не дает вам успеха, да, или здесь речь о том, что вот может быть какая-то ловушка с этой десяткой жезлов и дьяволом, когда здесь есть какой-то соблазн ввязаться в какую-то перегруженность и из-за этого выгореть. Как порочный круг, искушение влезть в какую-то кабалу, соответственно, по этой энергии дьявола. И неважно, какой ситуации это касается, но в любом случае, как будто бы здесь есть какая-то как зависимость или навязчивая идея, которую нужно от себя сбросить, или какая-то привычка, которую нужно сбросить, чтобы уйти из этого чувства загнанности в ловушку, потому что многие из вас склонны брать на себя здесь чересчур много, брать на себя слишком много обязательств, допустим, возможно, вы думаете, ладно, это не работает, я займусь чем-нибудь другим. Да, и это хорошо, это то, что вам действительно здесь нужно, потому что вы как будто сильно перегружали себя, и, возможно, вы здесь, как будто чересчур навязчиво пытались взвалить на свои плечи бремя всего мира и перегружали себя какими-то делами. Вот здесь возможность есть сбросить с себя этот груз.
Возможно, у вас есть привычка так поступать, и вы от этой привычки каким-то образом здесь начинаете уходить и отдаляться. Решение здесь, которое вы принимаете, оно больше связано вот с тройкой кубков, туз кубков, решением начать как будто новое начало, новое начинание, более позитивное, более радостное, счастливое для вас по тузу кубков, наполненное радостью, эмоциями, успехом, потому что есть тройка кубков. Вы можете опираться здесь на свое окружение, на свою семью, возможно, или ваших близких, других, не знаю, может быть, друзей. То есть вы здесь можете искать у них поддержки и опоры. И, возможно, да, вам нужно будет сделать какую-то даже как паузу и перерыв для того, чтобы отдохнуть от какого-то бремени и принять правильное решение. Но это решение, оно будет здравомыслящим, и оно будет направленным на какое-то радостное новое начинание для вас, более позитивное. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов на первую половину месяца июля мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. И до скорого!